Пипу-паву-па. Ой, ребята, вы уже здесь? Как-то вы пришли слишком быстро. Ладно, хорошо. Я вам хотел показать это чуточку попозже, но покажу прямо сейчас. Готовы? Раз, два и три. Посмотрите, какого гигантского снеговика я слепил. Да-да, не удивляйтесь, да-да, ребята, такой снеговик уж точно никакой житель в белом не сломает. Вы не представляете, сколько снега я на него потратил. Я тут все выкопал, ребята, тут вот такие вот сугробы были. Я все потратил на этого гигантского снеговика в цветах компота. Но вы также можете заметить, что снизу тут находятся двери. А почему двери в снеговике? Обычно же снеговиков строят без дверей. Но мы их можем открыть и зайти внутрь. Я специально сделал этого снеговика пустым внутри. Тут есть несколько этажей. Вот первый, так, через снег пролазим здесь. Вот второй этаж. И вот третий этаж, мой любимый. Потому что с него открывается вид на всю морковку. И также на всю деревню. Посмотрите, какая красота. Зачем я построил такого пустого снеговика внутри? Все очень просто. Сегодня мы сделаем самый лучший новогодний дом внутри снеговика. Поэтому наливайте себе горячие напитки, укутывайтесь в теплый плед, включайте гирлянду, ведь мы начинаем. Как же холодно на улице. И знаете что? Внутри снеговика такая же обстановка, очень холодно, потому что все-таки он из снега состоит. И сейчас мы это все будем исправлять. Я взял со склада вот такие вот предметы, и давайте начнем с пола, потому что я не очень хочу ходить по холодненькому. Главное сделать так, чтобы снеговик сам не разрушился. В шахматном порядке, все в стиле Нового года. Я буду вот так вот расставлять эту шерсть, чтобы ножкам было тепло. Красное ставим, красное ставим, красное ставим. Теперь голубенькая, голубенькая и еще раз голубенькая. Ну вот и пол готов. Теперь следующие стены. Самое главное, чтобы было тепло. Хотя и пол тоже самый главный, да и потолок тоже самый главный. Короче, все должно быть самое главное. Смотрите, это живот нашего снеговика. Подождите, у меня что, лопата сломалась? О нет, походу придется орудовать рукой. Ну ладно, ничего страшного. Смотрите, для утепления снизу мы ставим вот такие вот красивые кирпичи. А сверху мы укладываем что? Правильно, доски, но не простые, а еловые. Потому что все-таки Новый год у нас ассоциируется с елками, с вот таким вот темным деревом. Поэтому мы укладываем сюда вот такие вот еловые досточки. Я это буду сейчас делать по периметру всего первого этажа. А чтобы вам не было скучно смотреть, как я одной рукой копаю этот снег, я это все просто вырежу. Последние блоки я достраиваю. Фух, готово. Решил еще быстренько сделать потолок. Посмотрите, какое уютное помещение получается внутри этого снежного снеговика. Извиняюсь за тавтологию. Так, смотрите, что я хочу еще сделать. Я хочу поставить сюда камин. Да, какой Новый год без камина? Поэтому установлю сюда место под камин. Он будет занимать у нас 2 блока, а здесь я сделаю вот такое вот красивое обрамление. Да, конечно, одним нужно еще немножко поработать. О, я знаю, как я сделаю. Я, наверное, все-таки его сдвину. У меня ни кирки нет, ничего. Пойду-ка я на склад еще раз сбегаю. Вот тут еще уголок подровняю, и все. В принципе, камин у нас готов. Посмотрите, какую красоту я сделал из кирпичей. Ну и теперь устанавливаем сам камин. Так, дровишки, поехали. Опа, отлично. Ох, тут так сразу уютно стало, так сразу тепло, мне очень нравится. Я еще взял с собой вот такие вот красивые новогодние печки. Поставлю куда-нибудь вот сюда. Это у нас будет с вами этаж тепла. Тут у нас и камин, и печки, и также еще уютная такая вот кроватка приятная. Посмотрите, как идеально она сюда вписалась. Хотя, подождите-ка секундочку. Книжные полочки. Давайте установим их куда-нибудь вот сюда. Раз, два. Еще, я думаю, вдоль этой стены тоже. Вот такая красота. Теперь давайте украшать камин. К сожалению, много всяких украшений я не взял. Они все еще лежат на складе, потому что они какие-то тяжелые, и я их не смог унести. Так, повесим сюда вот такой вот красивый веночек с еловыми шишечками. И вот такие вот носочки с конфетами. Ну, посмотрите, какая красота. Но вот согласитесь, здесь как-то пустовато. Да и здесь пустовато. Да и здесь тоже. Сейчас мы это все исправим. Ой-ой-ой, как это все тяжело. Давайте быстрее расставлять. Начнем с самого тяжелого. С вот этих вот часов. Да, они выглядят маленькими, но на самом деле они очень тяжелые. И поставлю их вот сюда, на эту полочку. Фух. А рядом я поставлю новогодний подарок, который я не буду открывать. Открою его 31 числа. Ровно тогда, когда эти часики пробьют 12 и наступит Новый год. Ладно, сюда я хотел поставить либо 2 верстака, либо сундук и верстак. Я так подумал, наверное, все-таки сундук и верстак. Кстати, обратите
внимание, это не обычный верстак, а улучшенный. Рядом мы поставим вот такую вот книжку с пером, для того, чтобы написать какое-нибудь письмо Деду Морозу. А рядом мы поставим стульчик, ну, чтобы удобнее было сидеть. Так, у меня еще кое-что было, а именно печеньки с молоком. Это для... Хотели сказать для Деда Мороза? А нет, это для меня. Ну а что, я тоже люблю печенье с молоком, поэтому я их сегодня съем в конце этого видео. Так, ладно, еще у меня есть гирлянды, куда без гирлянд. Поэтому сюда я повешу красненькую. Смотрите, как идеально висит, мигает прям. Так, а вот сюда я повешу голубую. Все в моих цветах. Та-дам! Еще у меня есть картина, вот только куда ее вопрос? Места здесь не так много, все-таки мы делаем уютный домик, а не гигантский особняк, да? Так, повесим картину, ну вот сюда, почему бы нет? Только выбрать бы какую. Я думаю, что вот такая идеально сюда вписывается. В общем-то, первая комната у нас готова. Это такая спокойная комната для уюта, где можно просто полежать возле камина, погреть немножечко ножки и написать письмо Деду Морозу. Переходим на второй этаж. Он у нас меньше, но не становится из-за этого менее интересным. Потому что здесь я оборудую себе игровую комнату. Вот куда я без игровой комнаты. Мне обязательно такая нужна, чтобы там стоял компьютер. Вроде бы трубу от камина я правильно провел. Так, отлично, теперь все закрываю. Хух, эту комнатку я сделал. Посмотрите, какая красивенькая получилась. В принципе, я решил это не показывать, потому что она одинаковая. Вот как эта, только поменьше. Единственное отличие, здесь у нас камин, а сверху проходит труба от этого самого камина. Вот она. А следовательно, в этой комнате не нужно делать никакого отопления. Тут и так будет тепло. Итак, погнали. Ставим для начала стол. Вот такой вот красивый, массивный деревянный стол. Сверху ставим монитор. И обратите внимание, какой он. Во-первых, он крепится к стене. Это очень круто, очень удобно. Он будто левитирует. А во-вторых, он в праздничной обертке. Поглядите на это. Красно-белое. Все потому, что я решил, какой подарок я подарю сам себе на этот Новый год. Я подарю себе новенький игровой компьютер. Поэтому я не буду до Нового года сдирать с него упаковку. Так, чуть не забыл еще клавиатура. А? Ну что, ребята, посмотрите, как красиво выглядит. Знаете что? Я, наверное, даже после Нового года не буду снимать эту подарочную упаковку, потому что очень красиво выглядит. Мне нравится сочетание этих цветов, красный и белый. Еще у меня и Wi-Fi роутер такой. Кстати, куда его повесить, чтобы получше ловил? Может, куда-нибудь вот сюда, прямо над компьютером? А что, хорошая идея. В нашем снеговике интернет будет хороший. Кстати говоря, я даже забыл, что мы строим дом внутри снеговика. Я думал, мы просто строим дом. Это значит, получается все правильно и красиво. Кстати говоря, я вам не рассказал, я еще тут сделал световой потолок. Но все-таки это игровая комната, куда без него. А, еще принтер, я тоже про него забыл. Вы спросите, зачем мне принтер в игровой комнате? Ребята, я буду печатать поздравления с Новым годом и раздавать всем жителям. По-моему, это очень круто. Так, а чтобы мне было удобнее, я поставлю стульчик. Все-таки люблю места, где можно посидеть. А еще люблю крутиться на этом стуле. Уи, уи, уи. Но главное в новом году это же все-таки не стул, это елочка. Но я не планировал сюда устанавливать гигантскую какую-то большую елку, потому что в деревне у нас уже есть большая елка. Я поставлю сюда маленькую, просто чтобы меня радовало. А напротив этой елки я повешу просто какой-нибудь вот такой вот постер. Не знаю, что это за постер, просто прикольный. Пусть украшает это помещение. Ах, да точно, у меня же еще гирлянды есть. Я совсем про них забыл. Их обязательно нужно повесить куда-нибудь вот сюда. Я думаю, что сюда больше ничего добавлять не надо. Знаете, такая хорошая игровая комнатка получилась. Скромненько, да со вкусом. Переходим на последний, финальный этаж, в голову снеговика. Вот как вы думаете, ребята, что еще самое главное в новом году? Ну, конечно же, вкусненький стол. Именно поэтому здесь я планирую оборудовать комнату, где мы будем отмечать Новый год. И, естественно, смотреть салют сквозь вот эти вот окошки. Места тут, конечно, не очень много, но а что поделать? Я думаю, что стол и какая-нибудь небольшая кухня сюда влезет. Ну и, естественно, я должен поменять здесь пол, потому что здесь холодно. А стены, в принципе, я оставлю такими же. Ой, тяжело, конечно, с кухонной техникой подниматься на 3-й этаж. Кстати говоря, я тут уже постелил коврик, посмотрите, но не красно-голубой, а все-таки зелено, где я, вот, отлично, а все-таки зелено-красный, потому что это, ну, как по мне, больше новогодний цвет, а красно-голубой цвет все-таки больше мой цвет. Ладно, хорошо, давайте сделаем праздничный стол. Что мы делаем? Мы берем, значит, вот такие вот стульчики и расставляем их. Красные стульчики на красное, а зеленые стульчики, ага, так как я хотел, не получится сделать, тогда поставим сюда еще зеленый и вот сюда. Вот, да, вообще уютные места получаются. И теперь ставим столы. Вот их точно по цветам расставляем. Красное на красное, отлично, сюда и сюда, а зеленое мы ставим на зеленое. Вот такой вот чудесный столик у нас получился. Тут у нас будут всякие новогодние угощения. Ну, естественно, нужно кухню сделать, поэтому ставим сюда умывальник, ставим сюда холодильник. Вы, наверное, спросите, зачем у нас тут и так холодно?
холодно, но на самом деле тут не так холодно, как было снизу. Наверное, потому что сверху шапка какая-то большая, она хоть как-то согревает. Ладно, кухонные принадлежности берем сюда. Отлично. Все нужные предметы я взял. Сюда мы с вами поставим вот такую вот плиту, потому что на столе у нас будет вкусный праздничный тортик. Да-да, я вам покажу его попозже. Так, сюда мы ставим, значит, краник. Ага. И вот сюда обычные тумбочки. Шикарно. Вот сюда, или вот сюда, или вот сюда. Давайте все-таки вот сюда я поставлю разделочную доску, чтобы морковь резать, вот это вот все шинковать, ну вы понимаете меня. Короче, готовить. Так, а сверху мы поставим вытяжку, чтобы наш снеговик не растаял. А то плита будет прогревать помещение, и эта гигантская шапка свалится на нас. Так, ладно, ставим сюда вот такие вот подвесные полочки, тумбочки точнее. Вот сюда тоже обязательно. И микроволновку прямо над холодильником. Все-таки нужно будет доесть что-то 1 числа. Разогреть надо будет. А, еще я подготовил классную посуду. Посмотрите, как она выглядит, ребята. Идеально, чтобы накрыть на стол. Правда, вот эта морковка меня бесит. Хотя, знаете что? Она украшает помещение. Но если бы не она, я бы поставил на одно кресло больше. Ну, ничего страшного. Так, а теперь моя самая любимая часть. Погнали, принесем еду. Я помимо еды еще кое-что принес. Я понял, что я хочу видеть тут елочки. Даже целых 2. Даже, наверное, целых 3. Во, вот такая вот красивая елочка у нас будет тоже стоять на столе. Ну и теперь гвоздь этой программы. Вот такой вкусный новогодний тортик. Рядом мы поставим курочку. Вот знаете, я всегда на Новый год люблю покушать курочку. Еще мы поставим сюда фрукты, естественно, напитки и какой-нибудь десерт. Хотя у нас тут тортик и так есть. Ну ничего страшного, сладенького много не бывает. Поэтому оставим как есть. Ой, как уютно получилось, как красиво, посмотрите. Ставьте лайк, если с радостью бы отметили Новый год внутри этого снеговика. Ведь я тут построил просто чудесный дом с разными комнатками. Но, наверное, все-таки моя самая любимая комнатка вот эта. Она такая уютная. Или игровая, потому что я сейчас поиграть немножечко хочу. Или нет, или все-таки там, где еда расположена. Наверное, все-таки вот это. Короче, я не знаю, все комнатки на самом деле хороши. И теперь просто я вам хочу напомнить, как это выглядит снаружи. Снаружи это просто выглядит как обычный снеговик. Но внутри находится самый уютный дом, чтобы отпраздновать Новый год. Что ж, ребята, если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что вы повторили точно такую же постройку у себя в мире Майнкрафта. С вами я прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята!